Все подходит. Хорошо. Ну что ж, приветствую всех еще раз. Это уже которое приветствие за данную каминопечь. Если вы меня смотрите, значит вы на канале Печки-Лавочки. Мы продолжаем строительство каминопечи. Лёш, дай мне 1, 2, 3, 4 бутератных кирпича. Продолжаем строительство нашей печи. Самых страшных можно, это внутреннюю закладку. По внутрянке я покажу сейчас, что там происходит. То есть почему вот именно такое включение во время работы. Я хочу обратиться к своим подписчикам с большой просьбой, прям громадной просьбой. Пожалуйста, не нужно меня сравнивать именно по человеческим каким-то критериям с другими печниками, а в частности с Гена, по-моему. Это человек, который взялся за работу у черничников и якобы кинул их, исходя из вашей подачи. Не знаю, тоже пишут мне именно мои подписчики, либо так, это леваком. Мне стало интересно, что ж там за такая проблема и беда, что вот так вот все получилось. Потому что до этого мне писали: помоги одной на хуторе. Потом писали: помоги черничникам, белорусы, славяне. И вот, просмотрев ролики, связанные именно с печником, я вам так скажу. Ладно. Ну так вот, просмотрел я ролики, связанные со строительством их печи, с началом строительства. И скажу так, никто там никого не кидал. То, что печник поступил неправильно, ну как бы здесь я соглашусь. Да, он мог не тянуть кота за яйца и сказать сразу, что там: Саша, Даша, Маша, Глаша, извините, ну я как бы не вытягиваю ваш объект. Не буду, короче, я его доделать, потому что, ну, не умею я с таким кирпичом работать. И все в том духе. Вот в этом он может быть неправ, то что он протянул кота за хвост. А называть его там непорядочным печником, либо каким-то засранцем, ну, я думаю, это как минимум неправильно. Как печник он неплохой. То, что он там либо побоялся, либо не захотел браться дальше за этот объект, доделать, поймите, это дело вообще любого и каждого. Если кто-то из завистников или еще как назвать, считает, что печник это тот же раб и должен хвататься за любую работу, которую ему дают, не, вы не правы. Что печник, что столяр, что плотник, это творческие люди. И они вправе сами выбирать, берут они работу или не берут, а не то, что тебе сказали, иди делай. Поэтому это немножко неправильное суждение. Да, я повторюсь, то, что он протянул кота за хвост
и не сказал сразу, что извините, не берусь я за заказ. В этом он виноват. А обвинять его как плохого человека, выставлять его в плохом свете, я думаю, это неправильно, не по-людски. Именно поэтому я вот и прошу, я уж не знаю, это конкретно подписчики мои писали, либо просто люди, зашедшие с другого канала. Но прошу, не надо меня сравнивать с тем же Васей, Димой, либо с кем-то другим. Я тоже отказываю людям. И что теперь? Я тоже, получается, хреновый и плохой? Нет. Но если я вижу, что мне заказчик вот, не заходит в душу, вот прям, я вижу сразу со старта, что проблем с ним будет гораздо больше, чем прибыли. Так зачем мне тратить свое время, зачем мне тратить свои нервы? У меня был в моей жизни один такой заказчик, с которым я натерпелся. Я реально натерпелся. Там не было кидалова, нет, там постоянно каждый день что-то новое. Вот тут я передумал, тут надо вот так, тут надо все-таки вот так. Поверьте, в таких условиях работать оно просто невозможно. Так что любой мастер вправе отказать заказчику, вправе выбирать заказчиков, вправе выбирать работу. Тем более, для чего писать это сейчас, когда у этих ребят, у черничников, у них все, у них стоит нормальная печка. Они ей пользуются. Забудьте просто про эту историю и все. И не рассматривайте данного печника как какого-то мудака, ублюдка. Это неправильно. Он весьма неплохой печник. Толковый. С приятной такой хрипотцой. Ему будут еще, кстати, если ты меня смотришь, а ты меня смотришь, я думаю. Тебе бы было классно вообще, там, канал свой завел, я видел, смотрел пару твоих роликов. Тебе бы во время кладки еще петь песни, а вот это было бы класс. Ты знаешь, сколько женщин на твою хрипотцу бы подсели? О, такая прям она жизнью прорезанная, лагерями проеденная. Так что на заметку бери. Тем более мы с тобой в свое время общались, и назвать себя плохими словами, у меня просто не поднимется и не повернется язык, скажем так. Итак, массив мы почти выгнали до нужного нам уровня. Это последний ряд уже самой каминной печи. До потолка здесь остается 60, пока 60 сантиметров. 2 ряда перекрытия, до потолка останется в районе 50 сантиметров. Потолки здесь высокие, есть где развернуться, есть где разгуляться. Поэтому сейчас всю остальную печку и массив печи. Давайте перейти на ту сторону и показать вам. Да. Поэтому вот вся эта конструкция с дырками сейчас будет выравниваться. Те каналы еще... это уже тоже последние перемычки, потому что 2 ряда, это для того, чтобы занырнул огонь сюда. Это как колпак будет являться. Поэтому сейчас весь этот массив выравнивается в одну плоскость, в один уровень. После чего будет происходить перекрытие колпака. Так, показываю дальше. Сейчас у нас уже пришло время к установке этой задвижки. Вот так вот она будет все. Сейчас разложу.
Вот так. Выпиливается посадочная под вьюшку глубиной в 2 сантиметра со всех сторон. Здесь видите отдельно 2 сантиметра углубления под вьюшку, под задвижку, под посадочную, под салазки. И сточка для того, чтобы сама задвижка ездила нормально, ничего не цеплялось. Вот что получается. Это сейчас стенка, чтобы было понятно. Поскольку это уже последний ряд, то уже даже внутрянки, то бишь вот так вот будет все. Ну и здесь, соответственно, вот так перекроется кирпичами. И все, это и есть последний ряд нашей печи. В дальнейшем идет просто перекрытие колпака. Так, я извиняюсь за балку, которая лазит в кадр, но по-другому камеру никак не установить. Поэтому как есть, так есть. Короче, дошли до перекрытия колпака. Сейчас вся это пространство должно быть перекрыто. Перекрыто в 2 ряда, в 2 этапа, чтобы была полная перевязка швов. При такой раскладке по бокам ложится 2 целых кирпича на пятки и центральный 18,5 вот сюда. Там же паска будет с 3 сторон. Ну, Да, как бы, да. это, не угловой, а... Ну и угловая тоже. Ну, угол, получается, паска здесь и... Да. Да. Для того, чтобы при продавке раствор не падал вниз, намазку делаю, вот, видите, под углом. То бишь здесь минимальный шов, здесь толстый. Для чего? Когда вы прилаживаете кирпичину, начинаете давить, у вас раствор поднимается вверх. То есть он не лезет вниз, а именно поднимается вверх. По периметру вы заметили, наверное, уже, что стоит базальт, дабы придать некий запас расширения у кирпича. Спрашивали, как потом здесь положить кладку, чтобы сюда не забилось никакой грязи.
Решение очень легкое. Берется раствор и просто промазывается на сдир. То есть мы делаем маленькую корочку. Не уплотняем, не вдавливаем туда, а просто делаем небольшую корку сверху. Чтобы когда в следующий раз кирпича ложить, чтобы туда уже на базальт ничего не летело. Так. Там, походу, все видно, все бачно. Да. Значит, можно рассказывать. Значит, рассказываю. Так, мы раскинули первый ряд. Первый ряд распушки. Кстати, Леха, вы можете мастырить сюда уже свет думать заранее. Первый ряд распушки раскидывается по 3 сантиметра в каждую сторону. И вбрасываются вставыши по 6 сантиметров. По поводу вопросов вообще, стоит ли, нужно ли делать распушку. Скажу вам так. Если делаете печь себе, и вам важно, чтобы ваш дом стоял долгое время и не сгорел к чертовой матери, делайте. Обязательно делайте.
Если делаете кому-либо, и дальше все то же самое. Если хотите, чтобы дом простоял, значит делаете. Нет, значит на страх и риск можете делать без этой разделки. Что касаемо вообще разделки, некоторые делают ее прям по полметра в каждую сторону. Исходя из пожарной безопасности, исходя из требований пожарных служб. Может быть, оно и нужно. Так. Ну, когда у вас выходит дымоходик четверочка, и на нем еще нахераборено полметра сверху, ну, как-то оно не смотрится совершенно. Распушка в 2 этапа по 3 сантиметра в каждую сторону добавляет 6 сантиметров на каждый край. Следовательно, прогреть уже на дымоходе 18 сантиметров кирпича, но это надо постараться. Это не каждая банная печь на такое способна. Уже не говоря о обычной отопительной либо отопительно-варочной. Поэтому я считаю, что такие прям огромные разделки, ну, не надо, незачем, да и в принципе не для чего. Так, делаем второй ряд распушки. Раскидываем. Раскидываем. Что мы раскидываем? Опять же на те же 3 сантиметра мы ее расширяем. Жень, дай рядовой кирпич один. Ну, в принципе, с фасками рядовой, как положено. Там у тебя есть. Да нет у меня. Нет. Вот. Это будет у нас второй ряд нашей разделки. Чтобы долго вас именно видеороликом не затягивать, сейчас я его уложу и покажу. Вот, что получилось. 2 ряда распушки сделаны. Здесь 3 сантиметра, здесь 3 сантиметра. Тем самым 6 сантиметров, пол кирпича. Дальше вот этот размер распушки доходит до уровня перекрытия, пока не пройдется, не пройдут балки. Для чего это сделано? Опять же, для пожарной безопасности. Поэтому пока все это по кругу поднимается до уровня пола, внутрянку, пока я не заложу, сразу сделаю обвязку, потом покажу, как залаживается внутрянка. Так, вот что по факту получилось. Выгнали квадрат семерку, прямоугольник выше, вот, выше пола. Дальше нужно заложить эту внутряночку. На первые ряды выпиливаются вот такие полоски по 25 сантиметров толщиной в 3 сантиметра и 2 по 19 толщиной в 3 сантиметра. Это для того, чтобы заложить ту внутрянку. Вся остальная внутренняя часть до вот этого уровня будет залаживаться целыми кирпичами. Итак, продолжаем. Вот что получилось. Мы ж парни профессионалы, мы работаем отвесами, у нас всегда все сходится. Чтоб, не дай бог, не профукать дымоход. Теперь, здесь мы площадку выровняли и вывели в общий размер. Дальше у нас стоит сэндвич на 150,
Да, 150. Или больше. Больше, наверное. Поэтому дымоход будет в шестерик. Следовательно, раскладка на 6. Да, выходили в 5, а будем продолжать к шестерочке. То бишь, вот такая у нас будет раскладка. И все. И вся эта скульптура Пизанской башни будет расти до самого верха, до момента подключения к сэндвич-трубе. Как дойдем до сэндвич-трубы, тогда уже, да, где-то запишу отдельный, ну, в принципе, не отдельный, а впишу в ролик подключение, обмазка, вставка. Все это покажу, расскажу. А сейчас ничего интересного не будет, поэтому просто гонится квадрат. Все. Слушай, еще раз всем привет. С вами Артем. Значит, на канале Печки Лавочки. Итак, 6 дней работы и каминопечь отопительно-варочная с плитой на 2 комфорки готова. На печь ушло сколько кирпича, я не знаю, потому что мы до этого печку, которую сделали, разбирали. Ну, судя по всему, кирпичин под 1000 это однозначно, вместе с дымоходом больше 1000 точно. Шамотного ушло 50, 53, 55 кирпичей. Топку мы сделали очень здоровую. Насчет данной двери. Она получилась 2, 4, 6, 8 рядов. То есть топка там реально, там можно прям порося загонять сразу, зажигать и через час доставать уже готового поросенка. Какое использовалось литье? Дверь польская Кратке, дверь Везувий. И, коль уж спрашивали, почему не показываю прочистные дверцы вообще в печах своих, покажу. На данную печь одна прочистная дверца. Она спрятана от глаз людей, чтобы особо нигде не было видно ее. Лишь вот она, одна прочистная. За счет того, что каналы и колпак распределен так, что весь огонь из топливника поднимается, подворачивается вниз, вся сажа будет оседать полностью здесь. Поэтому через эту одну прочистную дверцу будут чиститься все эти 3, 6, 9 каналов. Повторюсь, печь колпаково-канальная. Внутри, в предыдущем ролике можете посмотреть, есть рассечки для того, чтобы удержать как можно больше температуры именно внутри самой печи. По плите, да, плита здесь стандартная, стандартного разъема 71, она не войдет за счет кирпича, как бы вы ни хотели. Да, можно вот здесь сделать такие полоски, вставишь, мне это не нравится, некрасиво. Гораздо проще, если вдруг плита и лопнет, это по 2,5 или 2, сколько ты сказал? По 2,5 сантиметра с каждой стороны плиты, точнее по бокам плиты срезать и вставить. Вот как бы и все. Здесь особо ничего не делали, кроме вот так называемая припечка, чтобы кастрюльку можно было поставить, стянуть. То бишь и для хозяйки это место позволительно хорошее, что-то на краюшек поставить. А дымоход не будет виден, наверное. Но на дымоходе мы поставили, будет виден, но на дымоход там в шестерку мы подключались, там была старая сэндвич-панель, поэтому дымоход 6 кирпичей. Туда поставили еще одну задвижку, широкую задвижку 250 на 250. Нет, там вспышка не включится, поэтому не будет видно. Основной канал печей это 250 на 130. Задвижка стоит вот здесь. Мы здесь ее разместили. Вот. Одна задвижка на всю печь. Дымоход просто как отсекать, чтобы температура, которая соберется в дымоходе, чтобы не вылетала на улицу, а как-то ее можно было удержать в печи на 2-м этаже. Ну а сейчас, в принципе, наступает такой самый дурной, волнительный момент в работе каждого печника. Потому что, в моей работе так точно, потому что, как вы знаете, все мои печки это новые изобретения, и как они будут гореть, как они будут работать, я узнаю только потом. Поэтому сейчас растопка, будем смотреть, куда пойдет вообще дым. Пойдет, не пойдет, в хату, не в хату, на улицу, не на улицу. Я здесь, я уже сказал, что я сам по себе целенаправленно накосячил, сделал не так, как должно быть. Не должна быть плита ниже
двери. Но я здесь сделал. И надеемся на лучшее. Уповаем. Если как бы все будет нормально, значит она будет с радостью работать. Ее будет все облизывать огнем. Поэтому сейчас посмотрим, как она еще заработает. Печь сырая, только сложили, только закончили, помыли. Ну и дадим ей разгореться, продавить через все колпаки, через обороты. Пускай пробует. Не понял, в какую сторону жалюзи открыты, в эту или в другую. Там сейчас по дыму увидим. Вот в эту открытую. Сразу сырость цветная. Так, ну звук есть. Звук есть и неплохой. Поэтому здесь, наверное, закроем, пускай оно отбивает через стекло. Только с какой стороны оно открыто, с какой закрыто. Вот так, наверное, открыто. Да. Так что... Так, здесь спутник идет или не идет? Ну, плиты ничего, с трубы уже с дымохода, говорят, пошел. Так, ну разгорается весело. Значит, открыть двери, чтобы сырость убрать. Ну да. Короче, влево Плиту. открыто. Ну нормально, пускай разгорится. Плиту глянь. А? Ну потому что открыли, потому что еще не разгорелось. Пока сырая. Ну так, конечно, она дует хорошо. Значит, здесь мы закроем и пускай оно чисто через стекло. А, если оно будет через стекло, тогда и там будет мало кислорода. Значит, надо, чтобы работало и там, и там. Да, от стекла будет отдувать, а туда будет приток. Да. И заодно вот проверю, насколько оно бьет в плиту. Да, плита теплая, плиту бьет. Это зазор специально, чтобы когда плита нагревается, чтобы не упиралась в кирпичи. Потому что это нормально все. Вот, оттаяло. Какие на улице? Да? Ну что, хозяйка, Прекрасно. я официально поздравляю вас с приобретением Спасибо вашей печи. Прекрасная печка, очень прекрасная. Оказывается, можно и тепло, и качественно. Прекрасные швы, о которых я придиралась к первой печке. И, конечно, ребята проделали колоссальную работу. Это очень тяжелый труд.
Я впервые была свидетелем, как каждый кирпичик прошел через ручки. Спасибо вам большое, ребята. Это Спасибо очень и вам огромная огромное, радость. и вам тоже огромное. Не знаю, сердце дома. Просто сердечко. Теплое, живущее, здоровое сердечко. Еще раз вам спасибо. Большое, пожалуйста, и вам отдельное спасибо. Я надеюсь, у каждого в своей жизни будет такой заказчик, как попался нам. Это не заказчик, это просто чудо. Можно наговорить кучу комплиментов, кучу всего хорошего, но даже это не передаст то, вот сколько мы прожили у них в доме, какое было гостеприимство. Поэтому вам, правда, от души огромное спасибо. И вам спасибо большое. Нам было приятно с вами общаться. Посмотри, покажи, пожалуйста, как облизывает вот зуб. Видно его? Как огонь отбивается от зуба. То бишь все бьет в плиту и от плиты подворачивается. Ну вот ради эксперимента можно приоткрыть дверь. Поросенка будем тушить. Да. Попробовать приоткрыть, чуть-чуть вот прогрело. Я думаю, и узнаем, будет ли оно сюда бить или нет. Бьет, бьет. Чуть-чуть подбивает. Поверху видно. Ну, сюда оно заворачивает очень даже хорошо. Ну, с тем учетом, что это сырая печка, только сложенная. Ну, вот здесь, по крайней мере, да, мне нравится. Она отбивает четко в плиту и потом заворачивает. Вот. Именно этого я и ожидал. А в плиту оно бьет четко. И от плиты сразу хоп. На этом, я думаю, можно закончить данный ролик. Всем спасибо, кто был с нами. Класс. Подписка. Как там этого у доктора? Ладно, не будем заниматься плагиатом. В общем, всем спасибо. С вами был Артем, Женя, Макса нету сегодня. Вместо него Лешка. Так что, если что, вы знаете, где я. Всем мира и добра.